Привет! Сегодня у нас тема, о которой много говорят, но не все до конца понимают. Это так называемый звон в аудио. Рингинг. Да, привет. Этот самый звон, рингинг аудио. Мы тут посмотрели разные технические материалы, как работают фильтры в звуке. Это такие штуки, которые помогают нам убрать ненужные частоты из сигнала, например, шум или лишние высокие либо низкие звуки. И цифровые, и аналоговые. Фильтры же везде, правильно? В ЦАПах, в эквалайзерах. Именно, от студий до плееров. И вот звон это оказывается их неотъемлемое свойство. Попробуем разобраться, что это и насколько мешает жить, то есть слушать. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата, ничего лишнего. Поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Звучит интригующе. Что же это за звон такой? Не как колокольчик, наверное. Нет, конечно. Представьте рябь на воде от камня. Вот бросили, и пошли круги, затухают. Звон в аудио — это, очень похожие колебания. Нежелательные. Они появляются на выходе фильтра, когда на вход приходит что-то резкое. Щелчок там, удар барабана, резкий фронт сигнала. Если говорить точнее, то звон он есть для любых изменений уровня сигнала, изменений между соседними сэмплами. Только для нерезких и звон слабый. А в музыке слабых изменений много, особенно в классической. Это просто, так сказать, физика процесса? То есть это не ошибка какая-то, а особенность? И в цифре, и в аналоге есть. Именно так. Это само свойство фильтрации. Чтобы его изучить, инженеры используют такой специальный тест – короткий импульс. В цифре это буквально один сэмпл максимальной амплитуды. И смотрят, как фильтр отвечает? Да, как он на это реагирует, какие колебания возникают. Интересно. Давайте с цифры начнем. Она сейчас повсюду. Как там со звоном? Так, цифровые фильтры. На входе они получают сэмплы или мгновенные снимки звуковой волны, а на выходе выдают уже измененные сэмплы. Есть два типа цифровых фильтров – IIR и FIR. Первый – FIR или конечная импульсная характеристика – это фильтр, который помнит конечное количество сэмплов до и после текущего момента времени или сэмпла. Второй – IIR или бесконечная импульсная характеристика. Он, кроме того, подает выход на вход особым образом. Получается обратная связь. Из-за этой связи невозможно определить точно, когда сигнал полностью исчезнет на выходе, после пропадания входного сигнала. Фильтры обрабатывают музыку порциями, по группам сэмплов. И вот тут, особенно у цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой, возникает интересный эффект. Даже два типа звона. Аж два? Да. Первый — это постзвон. Это когда колебания идут после основного звука. Как обычное эхо, только очень короткое. У фильтров с бесконечной импульсной характеристикой это тоже наблюдается, и у аналоговых тоже. Так, это понятно. А второй? Что-то хитрое, наверное. Точно. Это предзвон, прерингинг. Вот это чисто цифровая штука. Колебания появляются до основного сигнала. Как это до? Эхо наоборот. Точно. Сигнал все еще не появился на выходе, а колебания из-за него уже начали нарастать. Заглядывает в будущее, получается. Можно и так сказать. Такой фильтр звенит чуть раньше самого события в сигнале. То есть это событие должно появиться на выходе через 10-50 сэмплов, а звук
он же предзвон, на выходе уже есть. Все это происходит следующим образом. FIR-фильтр видит не только прошлые сэмплы, но и те, что идут чуть дальше по времени, в своем буфере. Удивительно. Но если это так неестественно для слуха, зачем такие фильтры? А у них есть очень важное достоинство. Они фазу не крутят. То есть временные задержки между разными частотами сохраняют очень точно. Нет фазовых искажений. Для звука с резкой атакой это важно бывает. Для гитар, фортепиано, ударных. Понятно. Но с предзвоном можно что-то сделать? Можно, конечно. Минимально фазовые фильтры с конечной импульсной характеристикой. Они вот этот предзвон убирают. Но ценой других вещей. Могут появиться фазовые искажения. Да и постзвон может стать сильнее. Опять компромиссы. Вечные компромиссы. А сам звон этот, он громкий? Слышно его? Частота этого звона, вот именно его высота, она обычно очень высокая. Как правило, в ультразвуке лежит. Особенно если частота дискретизации высокая, как в high-res аудио. Так что сам писк мы, скорее всего, не услышим. Разве что интермодуляция сделает его слышимым. Хорошо. А что в аналоговых схемах? Там же нет буферов и заглядывания вперед. Там все проще и сложнее одновременно. Предзвона нет, конечно, а звон возникает из-за некоторого сочетания реактивных элементов. Конденсаторов, катушек индуктивности. Ага. Которые энергию запасают. Именно. Они ее накапливают, а потом отдают. И когда через них резкий сигнал проходит, они начинают с задержкой реагировать. При появлении звука на входе зажимают выходной сигнал, а при пропадании начинают поддерживать сигнал на выходе. Поведение зависит от конкретной схемы. Это похоже на пружину, если ее дернуть, или струну. Например, как будто резко ударяешь по воде, и она становится твердой под рукой. А потом вырываешь руку из воды, а она мешает вырвать руку. В технике это называется переходными процессами. И разные аналоговые фильтры тоже по-разному звенят? О да! Емкостные или конденсаторные фильтры, C-фильтры, могут просто плавно растягивать исчезновение сигнала на выходе. Также и индуктивные, с катушками, L-фильтры. А вот индуктивные емкостные порождают уже колебания на выходе после изменения на входе. Это очень похоже на цифровые фильтры. Говорят, есть какие-то фильтры Чибышева, Бесселя. Что это? Фильтр Бесселя, он достаточно полого переходит к затуханию. Это минимизирует этот звон. Он не искажает фазу, поэтому его в аудио любят. Фильтр Баттерворта также плавно переходит к затуханию. Такой фильтр имеет гладкую амплитудно-частотную характеристику в полосе пропускания. А вот с фазой могут быть проблемы. А есть звенящие? Есть. Например, фильтры Чебышева или эллиптические Кауэра. Они могут звенеть заметно сильнее. Но у них другое преимущество. Они очень резко срезают ненужные частоты. Прям стена такая для частот. Кстати, фильтры с резким переходом к подавлению частот называют brick wall, как кирпичная стена или как брик. Также могут быть проблемы с подкрашиванием звука при некоторых реализациях. Понятно. То есть, хочешь резать резко, готовься к звону. И это как-то связано с параметрами фильтра, с добротностью. В точку. Чем выше порядок фильтра, чем резче его переход от полосы пропускания к полосе подавления, тем выше его сложность. И тем выше его добротность, Q-фактор. И звон может быть сильнее и дольше. Высокая добротность – это как раз как сильно натянутая струна, долго,
звенит. И вот главный вопрос. Это все слышно ушами? Или больше на графиках видно? Вот, это самое интересное. Звон может быть слышен, особенно на инструментах с резкой атакой. Тарелки ударных, щипок струны гитары, фортепиано. Как он проявляется? Может восприниматься как такая, знаете, легкая нечеткость атаки, или размытость, или какой-то неестественный хвостик у звука появляется. Но надо понимать, что очень часто уровень этого звона настолько мал, что он теряется. Да, теряется в самой музыке, в общем шуме. То есть на графиках импульсной характеристики это может выглядеть ого-го как страшно, а на слух — пшик, незаметно. К тому же, помните, мы упоминали о том, что звон, как правило, ультразвуковой, и, скорее всего, ты его не услышишь, если интермодуляция не поможет. Это справедливо для всех типов фильтров? Частота звона, как правило, находится в районе границы полосы фильтра. Для самых распространенных фильтров низких частот при ресэмплинге практически можно не беспокоиться. Так, с ними разобрались, а другие фильтры? Но для полосовых фильтров эквалайзера при изменении крутизны перехода между полосами можно услышать звон. Например, когда слушаешь щелчки, появляется призвук при росте добротности фильтра. Вот этот призвук и есть звон. Добротность — это крутизна, то есть звон увеличивается с ростом крутизны перехода от полосы пропускания к полосе затухания. Да, а также в случае роста крутизны перехода от полосы затухания к полосе пропускания. В полосовом фильтре два перехода. В фильтре ВЧ эквалайзера единственный переход между полосами попадает в слышимый диапазон звука. Значит, паниковать не стоит, если увидел звон на картинке. А как-то уменьшить его можно, если все же мешает? Ну, разработчики над этим бьются постоянно. Один из путей — это High Resolution Audio. Высокая частота дискретизации позволяет сделать цифровой фильтр с очень плавным срезом, но далеко-далеко за пределами слышимости. И это снижает энергию звона? Да, плюс можно выбирать типы фильтров, которые меньше звенят. Тот же Бессель в аналоге или цифровые. Есть даже так называемые аподизирующие фильтры. Их главная цель — как раз подавить этот звон. Но тут опять свои заморочки. Какие? Во-первых, звон становится более низкочастотный. Можно сказать, смещается в слышимый диапазон. Ну, не факт, что однозначно повредит музыке. Во-вторых, обычно у них срез частот получается менее резкий, а это уже хуже и может привести к другому артефакту – алиасингу. Итак, если совсем коротко, что такое алиасинг? Смотри, представь, что у тебя есть сито, и ты пытаешься просеять через него что-то очень мелкое. Если дырочки в сите слишком большие, то сквозь них пролетит не только то, что нужно, но и ненужные частицы. Примерно так же работает алиасинг в аудио. Например, мы готовим музыку для твоего ЦАП, цифрового аналогового преобразователя. Зачем это нужно, посмотрите наши видео по ссылке в описании. Или конвертируем старые записи, делаем мастеринг. Когда мы меняем частоту дискретизации аудиофайла, это и называется ресэмплинг, используются специальные фильтры. Если эти фильтры недостаточно точно отсекают паразитные высокочастотные компоненты, то в полезный сигнал могут прокрасться искажения. Представь, что это такие призрачные звуки, которых там быть не должно. И как это сито работает? Можно поподробнее? Чтобы понять, насколько хорошо работают фильтры при ресэмплинге, мы используем спектрограмму конвертированного аудиофайла. Давай посмотрим на экран. На спектрограмме горизонтальная ось показывает время, движение вправо означает будущее, вертикальная ось показывает частоты, где 0 Гц, самые низкие звуки, находятся внизу.
Сверху ты видишь, как справляется с задачей профессиональный фильтр ресэмплинга из программы AUI Converter, а снизу результаты работы одного популярного и недорогого аудиоконвертера. Яркие, немного изогнутые линии, которые идут вверх, это синусоиды с нарастающей частотой. В нашем случае это sweep sines в DSD формате. Представь, что это звук, который постоянно становится выше и выше, как сирена, но только вверх. В исходном файле частота этих звуков поднимается выше половины выходной частоты дискретизации. Это 44,1 кГц, деленный пополам, 22 кГц. Именно когда частота входного сигнала пересекает эту границу, и возникают те самые алиасы. Так, и где они, эти алиасы? Посмотри на нижнюю часть спектрограммы, где показана работа более дешевого аудиоконвертера. Ты увидишь тонкие пунктирные линии, которые наклонены в обратную сторону от ярких линий входного сигнала. Это эхо, в кавычках, повышающейся входной частоты выше 22 кГц. А еще там есть пунктирные линии, которые идут в том же направлении, что и входной сигнал. Они появляются при дальнейшем росте частоты выше 44,1 кГц и так далее. Вот это и есть алиасы. Они создают те самые нежелательные, призрачные, но слышанные звуки. Да, вижу алиасы у недорогого конвертера. А теперь посмотри на верхнюю часть, где показана работа AUI конвертера. Фильтр в этой программе успешно подавляет все эти алиасы. Фон спектрограммам практически идеально черный. И это говорит о минимуме лишних шумов. С одной стороны, устранение алиасов требует резкого подавления высокочастотных составляющих при ресэмплинге. И при недостаточно тщательном подходе это может привести к значительному усилению звона фильтров на выходе конвертера. Особенно для частот 44,1 и 48 кГц. К счастью, как мы и говорили ранее, звон находится в области ультразвука, что делает его достаточно безопасным для музыки. Однако даже помня об этом, разработчики AUI конвертера все равно учли проблему звона. Они спроектировали свои фильтры так, чтобы минимизировать его, чтобы он как можно меньше беспокоил слушателя. Это особенно удалось в оригинальных фильтрах последнего поколения G5, разработанных Audiophile Inventory. Цель укорачивания времени звона – получить более чистый и естественный звук. Подробнее о технологии можно почитать по ссылке в описании к этому видео. То есть лечим одно, калечим другое. Выходит, идеального фильтра нет? Получается, что так. Разработка фильтра — это всегда поиск баланса между реакцией на импульс, то есть минимумом энергии, или формой звона, резкостью среза частот и борьбой с другими артефактами, вроде алиасинга. Звон — это физика, его можно контролировать, уменьшать, но совсем убрать, без потерь, в чем-то другом, почти нереально. А расчет такого фильтра, максимально приближенного к идеальному, это нажать одну кнопку? К сожалению, нет. Хотя искусственный интеллект, полагаю, сможет решить эту задачу, взяв на себя всю рутину. Однако Юрий Корзунов, разработчик профессионального аудиоконвертера музыкальных файлов AUI Converter, говорит, что при разработке путь к идеалу часто указывается именно озарением в процессе работы и найденным нестандартным путем. Итак, давай подведем итог. Звон — это не брак, а естественная реакция фильтров и в цифре, и в аналоге. На резкие перепады уровня, паузы и звуки. Слышно его или нет — вопрос сложный, зависит от ситуации. А борьба с ним — это всегда компромисс. Именно. И вот тут возникает интересный вопрос, над которым можно подумать. Если идеала достичь нельзя, и борьба с одним артефактом, скажем, звоном, может породить другой, вроде алиасинга, то где тогда проходит граница? Граница между тем, что мы измеряем приборами как правильное,
и тем, что мы слышим как приятное или естественное. Что важнее для нашего восприятия? Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны, или наоборот, все как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы. И если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых видео, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречным.